Привет, друзья! Торт «Красный бархат» – эффектный и популярный десерт. И это благодаря яркому, потрясающе красному цвету коржей. Бисквит очень мягкий и влажный, с бархатной текстурой, не требует пропитки совсем, со сливочным, шоколадным вкусом. Выпекаю сначала коржи, смешивая сухие ингредиенты. В муку всыпаю какао, ванильный сахар и разрыхлитель. Все это я слегка перемешиваю. В кефир я кладу сразу красный краситель. У меня натуральный сухой порошок. Благодаря этому коржи приобретут яркий красный цвет. Кефир я заранее вытащила из холодильника, и все ингредиенты для коржей должны быть одной комнатной температуры. Взбиваю мягкое сливочное масло. Кладу сразу сахар и все всыпаю. Растительное масло тоже вливаю сразу и взбиваю миксером. Взбиваю масло 2-3 минуты, затем по одному кладу яйцо. Взбиваю, пока яйцо не перемешается полностью. И добавляю только следующее яйцо. И так все яйца собью с маслом. Вливаю кефир и слегка взбиваю. Напоминаю, что кефир должен быть теплым, иначе все свернется с творожицы. Но это не страшно, если такое случится. Можно все исправить путем подогрева массы на водяной бане. Теперь 2-3 приема просеиваю муку с какао в общую массу и хорошенько перемешиваю. Можно и миксером мешать, но на маленькой скорости. Немного солю, так как торт совсем пресный. А соль хоть и не будет чувствоваться, но вкуса яркого придаст, это точно. Выпекать я буду сразу в 2 формочках, ничем не смазываю. На дно застелила бумагу кондитерскую. Делю тесто сразу на 2 равные части. Выпекала я 40 минут при 160 градусов. Получились вот такие мягкие влажные коржи. Извлекаю аккуратненько шпателем. Коржи получились без бугорков, так как пеклись на среднем огне. Корочка получилась слегка темнее, чем внутренняя часть бисквита, но уже видно, насколько бисквит легкий. Оборачиваю коржи в пищевую пленку, так они сохранят свою влажность и сочность, и убираю в холодильник на несколько часов. Крем для красного бархата обычно готовят из сливочного сыра маскарпоне, сливок и сахарной пудры. Но мне хотелось добавить сгущенное вареное молоко вместо сахарной пудры. И не прогадала. Крем получился бомбически вкусным. Все продукты для крема должны быть холодными, прямо с холодильника. Взбила сливочный сыр с вареной сгущенкой и затем добавила жирные сливки. Легкий карамельный цвет крема приобрел более сливочный молочный вкус. Разрезала коржи пополам и получилось в итоге 4 коржа. Забираю торт, кладу под ложку, смазываю крем немножко, кладу корж сверху и выдавливаю крем сначала с краю по кругу и заканчиваю к середине. Зазоры небольшие заполняю клубничным джемом. Слегка кислый джем с сочетанием карамельного крема будет просто бомбический. Накрываю вторым коржом и также заполняю кремом и джемом. Коржи не придавливаем. Торт в итоге выглядит очень оригинально, готовится быстро и просто. И украшения обычные. Справится с этим любая хозяйка. Самый верхний корж я тоже заполняю кремом. Украшает такой десерт обычно ягодами. В моем случае это клубника. Ее я разрезала пополам. Плодоножки оставила для красоты. Остались небольшие обрезки от коржей, я их измельчила.
на мелкую крошку. Часть откладываю и сделаю из них трюфели. Кладу немного крема и джем. Все это перемешиваю и скатываю тесто в небольшие шарики. Затем обваливаю в остатках крошки. Вот такое оригинальное решение для украшения этого шикарного торта нашлось. Посыпаю торт мелкой крошкой по краям и украшаю еще веточкой мяты. Хочу добавить, что украшать ягодами лучше торт перед подачей. Но самое лучшее в этом торте – это, конечно же, яркий красивый разрез. Выглядит просто эффектно. И это самый выигрышный вариант, чтобы удивить своих гостей. Поверьте, такая красота будет мгновенно сметена со стола, ведь он не только красивый, но и необычайно вкусный. Коржи получились очень пористыми и влажными, они буквально тают во рту. К тому же вкус необычный, что даже не знаю другого такого торта, хотя бы похожего немножко. Попробуйте и убедитесь сами. Друзья, спасибо всем за просмотр. Если это видео было полезным для вас, то ставьте, не раздумывая, лайк. С вами была Наталья. Пока-пока!